Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Как правильно выбрать детский линолеум, безопасный и экологичный? Детский линолеум – материал, который должен обеспечивать максимальную безопасность для здоровья ребенка. В понимании обывателя такое покрытие – синтетический продукт, но это не так. Изначально он выполнялся из натуральных волокон с применением льняного масла. Прогресс оставил от природного происхождения линолеума только название. Рассмотрим, насколько безопасно это покрытие, какие виды можно применять для оформления детской. Критерии выбора линолеума для детской комнаты. Покупка напольного покрытия для игровой владений новорожденного является ответственным моментом и имеет особенности. Основной и главный критерий выбора – безопасность. Он базируется на нескольких факторах. Состав – экологически чистый, не выделяющий вредных испарений в микроклимат комнаты. С момента рождения и до активного возраста ребенок проводит много времени в детской. Насколько качественный микроклимат в ней присутствует, настолько здоровым будет расти малыш. Антискользящие свойства. Бег, активные игры на скользкой поверхности могут привести к серьезным травмам и ушибам. Устойчивость к загрязнению, влаге. Синтетические линолеумы обладают этой характеристикой, чем и ценны. Толщина покрытия. Должно обеспечиваться комфортное хождение. Поверхность лучше брать в меру мягкую. Выделяется еще ряд важных требований к покрытию согласно Санпин. Низкий уровень горючести, противопожарный, повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства, наличие антибактериального слоя, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, антистатичность. Эти требования помогут правильно выбрать линолеум в детскую. Рынок предлагает большой ассортимент покрытий, изготавливаемых на разном сырье. Состав напольного покрытия в детскую. Рулонные полотна представлены широкой линейкой, так какой линолеум подходит для детской комнаты. По составу выделяют несколько видов. Натуральный, безопасный линолеум производится на основе натуральных волокон с добавлением льняного масла, натуральных красителей. Такие полотна в большей степени подходят для комнат новорожденных, так как подвержены механическому воздействию, а дети любят экспериментировать, активно двигаться и играть. По достижении 4-5 лет покрытие придется менять. Существенный недостаток – высокая цена. Не каждый бюджет готов понести такие расходы. ПВХ – большая линейка ассортимента. Можно приобрести полотна со специальными свойствами. Выделяют коммерческий и бытовой. Первый вариант устойчив к значительным механическим нагрузкам и стиранию. Широкий ассортимент расцветок и текстур. Такой линолеум с детским рисунком поможет оформить под любой дизайн комнату ребенка. Нитроцеллюлозные. Отличаются высокой прочностью, красивой глянцевой поверхностью, низкая степень пожарной безопасности. Алкидные. Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, но пониженные прочностные характеристики. Резиновые. Редко встречающийся вид. Эластичный, влагостойкий. Из существующих видов лидерами по безопасности являются первые два. Они лидеры продаж для детских комнат. Толщина и цвет детского линолеума. При выборе напольного покрытия для детской особое внимание уделяется цветовому оформлению, толщине слоя и возрасту ребенка. От 1 года до 3 лет рекомендуются спокойные оттенки и тона. Это благотворно действует на психику ребенка. Яркие игрушки или сменные картинки будут служить прекрасным дополнением к интерьеру. Толщина напольного покрытия должна обеспечивать хорошие теплоизоляционные характеристики. Поэтому рекомендуется параметр не менее 3 мм, а защитный слой от 0,15 мм. Лучше на этот период взять натуральный линолеум. Можно из ПВХ полотна, но желательно на вспененной основе войлоки в синтепоне. Особую осторожность в выборе следует проявлять, если планируется система теплый пол. От 3 до 10 лет ребенок активно познает мир и играет. При разработке дизайна лучше использовать синтетическое покрытие с рисунком. Толщину полотна рекомендуется от 3 мм, а защитного слоя от 0,2 мм. В таком возрасте дети еще часто играют, сидя на полу, поэтому предпочтения отдаются на теплоизоляционной подложке. От 11 до 16 лет
Дети взрослеют, становятся менее активными. В комнате могут использовать дизайны со взрослыми нотками и нейтральными цветовыми решениями. Рекомендованная толщина покрытия от 1,5 мм, а защитного слоя от 0,2 мм. Каждый период взросления связан с изменениями восприятия окружающей среды и поведения, поэтому меняются требования к напольным покрытиям. На что следует обратить внимание при покупке? Существует несколько способов определения, качественный продукт или нет, что позволяет правильно выбрать линолеум. Ширина рулона. Перед тем, как выбирать напольное покрытие, снимаются размеры помещений. Материал приобретается с техническим запасом. Это позволит избежать стыковку полотен в разрезе одного помещения, потому что ровная геометрия комнат – редкое явление. Полотно может не встать. Хоть и рекомендуется стелить линолеум с техническим зазором от стены на 5-10 мм, даже такого запаса может не хватить, чтобы перекрыть искажение периметра помещения. Запах. Если он резкий и неприятный, это говорит о некачественном сырье или неправильной технологии производства. Для натуральных полотен характерен запах льняного масла. Внешние характеристики. Отсутствие сильного глянца. Рисунок должен быть четким, неразмытым. Вздутие пленки, пузыри, заломы на лицевой части гарант плохого качества. На торце должно просматриваться наличие 5 слоев. Производитель. Лучше выбирать известные бренды. Заводы с хорошей репутацией выполняют все требования согласно ГОСТ и Санпин. Сертификат. Его наличие подтверждает качество продукта. Маркировка. Цифровое обозначение от 1 до 4 говорит о качестве и прочности полотен. Чем выше число, тем лучше характеристики. Дополнительные сведения обозначают в виде картинок. Кстати, линолеум, пригодный для детских, имеет такую маркировку. Забирая товар, проследите, чтобы полотно было скручено в рулон, а не сложено в несколько слоев. Изгибы значительно испортят линолеум, нарушится целостность лицевого слоя. При фиксации скотч не должен быть наклеен на лицевую сторону клееной основы. Оттереть такие загрязнения будет проблематично. Отследив все вышеперечисленные нюансы, риск покупки некачественного покрытия значительно снизится. Где купить? Выбрать и приобрести линолеум можно несколькими способами. Через интернет – удобный и комфортный вариант. Не катаясь по всему городу от магазина до магазина, можно выбрать товар по картинке и описанным характеристикам. Но тут встает вопрос о качестве продукции и надежности продавца. Важным является условие оплаты при доставке. Это застрахует от покупки некачественного продукта и нечестности продавца. Обязательно запросите копию сертификата на полотно и при приемке осуществить визуальный осмотр на качество. В магазинах по продаже напольных покрытий или строительных и отделочных материалов. Этот способ хорош тем, что не покупаешь товар в темную. Есть возможность пощупать и понюхать полотно, ведь картинки искажают цветовое восприятие. Это два основных способа, как можно купить линолеум. Что касается цены, то в зависимости от вида покрытия она отличается даже в рамках одного региона, поэтому лучше покупать в крупных магазинах или у дилеров от производителей. Очень часто такие продавцы дают хорошие скидки. Особенности рынка детских покрытий. Наличие классических текстур и цвета натуральных и искусственных полотен. Чтобы приобрести линолеум с рисунком, придется потратить большое время на поиск. Что выбрать, линолеум или ламинат? Четкого ответа, что лучше застелить, нет. Вот выборка по некоторым характеристикам. Водостойкость. Здесь отдается предпочтение синтетическому линолеуму, потому что натуральные полотна не выдержат частого прямого попадания жидкости. Что касается и ламината, и натурального линолеума. Воспламенение. Оба материала подвергаются воздействию огня. Они плавятся и может выделять вредные вещества. Другой имеет в своей основе древесные волокна. Встречаются изделия, пропитанные специальными защитными составами. А, например, линолеум для детского сада выбирается с высокой степенью защиты от воспламенения и выделения вредных веществ. Антискользящие свойства. Лидером будет линолеум. Легкость в уходе при эксплуатации. Первенство за линолеумом с меньшей вероятностью
испортить поверхность, с его можно отмыть и оттереть любую грязь. Прочность. Каким бы ни были защитные слои ламината, многочисленные катающиеся машинки, домики, кубики будут существенно портить внешний вид. Линолеум тоже теряет прочностные характеристики, но на нем это не так заметно. Комфорт. Линолеум при падении ребенка является более мягким основанием, чем ламинат, меньше травм и синяков. Это лишь ряд сравнительных характеристик. Если выбирать с точки зрения экологичности продукта, то ламинат дешевле, чем натуральный линолеум. А если требуется более устойчивое покрытие для детской комнаты по недорогой цене, то лучше выбрать линолеум коммерческого или полукоммерческого класса. Его характеристики и свойства на должном уровне безопасности. Заключение. Какой линолеум выбрать для детской зависит от технических требований к покрытию, возраста ребенка, стилистических и цветовых предпочтений, размера бюджета. Трудность составляет покупка полотен с рисунками. Их выбор достаточно мал. Придется оформлять заказ. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.